Ну что, друзья, мы снова пришли в Беледейси. И не потому, что нам опять нужны какие-то документы, а мы просто... Мераба. Померяем. 36 градусов. Молодец. А мы просто ходим сюда, чтобы попить водички, сделать ксерокопии и сходить в туалет. Вот, что мы сейчас и сделаем. Чего ты так долго? На. Холодненькой водички. Дяденька пришел. Не знаем для чего. Этот Карлосон пришел. Я думаю, что... Я думал, что это для обработки здания. Угу. Давай. Ну что, друзья, мы не можем дозвониться до детей. Не знаем, отключили нам электричество или нет. Потому что после расторжения договора электричество, как сказала девушка, отключается в течение 24 часов. Соответственно, в течение 24 часов электричество подключается обратно после заключения договора. Вот. Что я хочу сказать, что эта женщина поступила крайне не по-человечески. Просто она пришла и обрубила договор. Если сейчас мы сидим без электричества, я обещаю, во все инстанции буду писать, везде все узнают про них и про их отношение к людям. Вот. Мы как бы, во-первых, мы все своевременно оплачивали, да, электричество. Во-вторых, мы не отказывались переоформляться. Алексей с ней договаривался, она вот все мое возмущение даже не знает, я с ней не общалась. Алексей с ней по-доброму, нормально общался, договаривался, что утром поедем в Energy, да, мы тоже поедем, переоформим на меня по-человечески. Она утром приехала, обрубила нам свет. Обрубила свет, мы пришли заключать договор уже после обеда. И сейчас мы находимся в городе и не понимаем, мы не знаем, у нас нет информации, включен ли у нас свет дома или нет. Или нам уже успели его обрубить, понимаете? До детей мы дозвониться не можем, и в WhatsApp тоже сообщения до них не доходят. Исходя из этого, как это сказать, исходя из этой информации, могу предположить, что дома света нет. Как на самом деле? Может не быть из-за того, что отключен весь дом целиком. Теоретически, но так надолго весь дом не отключают. Ладно, поживем, увидим. Сейчас мы быстренько пробежимся по рынку, купим продукты, поедем домой. И если дома нет электричества, это будет просто крайне свинский поступок со стороны этой женщины. Друзья, включила камеру, мы уже дома, уже снимаю в другой день. Свет у нас, слава богу, уже есть. В итоге, чуть позже я еще буду рассказывать во влоге. В итоге мы просидели почти 20 часов без света, благодаря этой недоброжелательнице нашей. Значит, включила камеру, чтобы уточнить для наших зрителей. Очень многие зрители, Леш, стали писать, а вам никто ничего не обещал, надо было нормально договариваться, просто недопонимание вышло. Значит, смотрите, я включила камеру, чтобы дообъяснить, да, вы не знаете всей ситуации, поэтому со своей призмы, собственно, делали такие выводы, да, ну, я, собственно, вас понимаю. Вот, ситуация такая, абсолютно каждый наш совместный шаг происходил следующим образом. Она живет и работает в ТДЖ, едет. Все дела у нас документальные решаются в Эрдемли. Мы находимся между ТДЖ и Эрдемли. Она всегда ехала со стороны ТДЖ, заезжала за нами, и мы вместе ехали в Эрдемли. Так было абсолютно всегда, без исключения, пока мы бегали в процессе вот купли-продажи квартиры, решали документальные дела. Так было абсолютно всегда. И когда Алексей ей написал фразу, что скажите, пожалуйста, во сколько вы поедете в Energy, чтобы нам тоже планировать свое время,
время? Она сказала, в 11 я поеду в Energy. Она не сказала, что в 11 я вас жду в Energy. Нет, она сказала, в 11 я поеду в Energy. Тогда Алексей ей ответил, хорошо, тогда мы вас будем ждать. Она прекрасно поняла, где Алексей собрался ее ждать. Люди стали писать, может, она в Energy вас ждала в 11, в 11:10 вас нет, в 11:20 вас нет, она тоже там нервничала. Написала бы тогда. Нет, она прекрасно поняла, где Алексей ее собрался ждать, потому что мы прекрасно знаем, что она едет из ТДЖ в Эрдемли, проезжает мимо нас, что всегда она за нами заезжала. И когда Алексей написал эту фразу «хорошо, мы вас будем ждать», она прекрасно поняла. Если бы она не хотела бы это сделать умышленно, без нашего присутствия, если бы она не хотела вот эту подляну нам подстроить, да, она бы написала, Алексей, я сегодня за вами заехать не смогу, давайте в 11 встретимся в Energy. Но фраза «хорошо, мы вас будем ждать в 11», она ею, вот конкретно ею, да, нашими подписчиками не сразу эта фраза была понята, да, и подписчики, зрители наши стали писать, что это недопонимание, вы просто некорректно договорились, Алексей некорректно договорился, да, вот, но на самом деле... Это вы всего не знаете, поэтому так подумали. А она прекрасно знает, где Алексей собрался ее ждать. Вот. И она специально это подстроила, понимаете? Если бы она написала бы, например, даже если она видеть не хочет меня, потому что я собственник квартиры, и со мной придется встречаться, да, если переоформлять вместе, она могла бы написать, Алексей, у меня крайне там... нехватка там времени, поймите меня правильно, я в 11 переоформлю, езжайте к 11:30, оформляйте на себя, и все, никаких проблем у вас не возникнет. Более того, она является сама риэлтором, и для оформления электричества, чтобы оформить договор на электричество, обязательно необходимо сделать страховку от землетрясения на квартиру. Ничего этого она нам не сказала. Специально она хотела, чтобы мы попали в этот обеденный перерыв, чтобы мы не успели туда приехать, чтобы мы попали в обеденный перерыв, и чтобы все это затянулось, и чтобы нам успели отключить электричество. Это было умышленно все подстроено, понимаете? Если бы она нам сказала, Алексей, езжайте к половине 12-го, заранее зайдите... напротив ТАПУ, это она нам уже потом сказала, когда Алексей начал у нее уточнять, уже там, когда мы находились в Energy, и нас поставили перед фактом, что нужна такая страховка. Вот, а так она могла бы заранее сказать, езжайте там напротив ТАПУ, сделаете копеечная, она в районе 30 лир стоит страховку от землетрясения, ее от вас потребуют при заключении договора, и к 11:30 езжайте в Energy, спокойно оформляйте электричество на себя. Чисто по-человечески она могла так сделать, но она специально сделала. Она все это подстроила и умышленно сделала, чтобы мы попали на обеденный перерыв, чтобы мы приехали и как снег на голову нам об этой страховке рассказали, да, о необходимости этой страховки. В общем, постпродажная поддержка в компании Deep Government Cool, мягко говоря, говно. Она нам в 12, почти в 12, там без 20 где-то 12 написала, что я все переоформила, вы можете спокойно переоформлять на себя. Конечно же, она прекрасно понимает, что мы ее к 11 ждали дома. Она это прекрасно понимала. А также она прекрасно понимает, что пока мы соберемся, пока мы поедем туда своим ходом, пока мы приедем, естественно, наступит обеденный перерыв. Она хотела этот перерыв сделать между расторжением договора и заключением договора, понимаете? Это непростая женщина. Мне Виктория писала в комментариях, Ольга, вроде такая милая женщина, почему так стервозно себя ведет? Ну что это такое по отношению даже к детям? Говорит, как так? Дети 20 часов без света, без интернета, говорит. Почему вы ей не можете позвонить и высказать ей все? Видеть ее и слышать не хочу вообще, друзья мои. Вообще не хочу ни видеть ее, ни слышать. Она это сделала специально.
Она это сделала специально, и когда Виктория мне написала, вроде была в самом начале такая милая женщина, друзья мои, эта милая женщина была милой женщиной до тех пор, пока я ей не задала вопрос: а почему вы считаете по такому курсу стоимость квартиры, когда перерасчитываете ее из лиры в евро? Почему вы берете этот курс, а при взаиморасчетах берете совсем другой курс? Вот до этого вопроса она была милой женщиной, а после этого она превратилась просто в нечто. Вы себе даже не представляете, она всем своим видом, каждой частичкой себя показывала, как мы ее бесим, понимаете? Очень неприятная стала женщина, вот как только ей задали вопрос, почему так, почему такой курс, все, человек в корне поменялся. Вот, то, что вы пишете, что вы пользуетесь там ее пытаетесь там термообработать и съесть ее колбасу, вдруг она заколдована. Нет, друзья мои, я вам еще раз повторяю, эта женщина была очень-очень милой до тех пор, пока я не задала вопрос. А этот вопрос я задала уже тогда, когда мы заселились, она все свои манатки забрала из квартиры, естественно, там 2 стаканчика, 1 графин, среди посуды, там кое-какие продукты, мед у нас там от нее остался, варенье какое-то осталось, колбаса вот это осталась. Естественно, когда она оставляла все эти вещи личные, скажем так, да, и продукты, она еще была на тот момент в отношении нас очень милой женщиной. Стервой, каких свет не видывал, она стала вот именно тогда, когда мы стали высказывать свое недовольствие в отношении того, что она некорректно, неправильно считает курс. То есть не то чтобы некорректно и неправильно. Вот я уже вам рассказывала, да, есть курс у банков, на чем зарабатывают банки. Есть курс продажи, есть курс покупки, да, и на этой разнице они зарабатывают. А вот она сделала точно так же, что на этой разнице она тоже заработала, понимаете? Как только я ей задала вопрос про курс, а это уже было, когда она освободила квартиру, тогда она стала стервой, каждой частичкой себя показывающей, как сильно она нас ненавидит и как сильно мы ее бесим. Вот, поэтому ничего ей высказывать не собираюсь. Просто правдивый, такой, какой на самом деле есть отзыв, напишу об их фирме. Вот и все. Просто чтобы люди последующие, которые планировали бы с ними связать свои отношения, почитали отзыв. Вот. Поэтому я не знаю, когда. Это надо собраться со временем у меня и с этими рецептами, и с этими... Нет. Документами и так далее и тому подобное. Не очень сильно располагаю временем, поэтому, ну, как-нибудь, а для этого нужно прям вот собраться, собрать все свои мысли, и вот прям вот вдохновиться и написать такой большой, хороший, правдивый, честный отзыв об этой компании. Постпродажная поддержка в их компании просто нечеловеческая, свинская постпродажная поддержка. Это мое мнение, имею на него право, и имею право этим мнением поделиться с теми, кто тоже хочет с ними связаться. Потому что, как я уже говорила, я в свое время отзывы о них искала. Ни одного отзыва не нашла. Теперь все отзывики, iRecommend, все будут забиты. Ну, как забиты? Везде напишу свой правдивый отзыв. Вот и все. У людей радостное событие, свадьба, жених, невеста, красота. Вот я говорю, здесь, по-моему, свадьба происходит в Белидье. Ну что, мы опять были в Белидье. У тебя там уже VIP-пропуск, Алексей? Да, там уже отдельная прикладывалка для проверки температуры. Это самое. Ну и правильно. Мы обходим немножко с другой стороны Белидье, и там сзади Белидье
Вот, кто в Эрдемли, к Эрдемли отношение какое-то имеет, имейте в виду, сзади Бельдеси есть рыбный рынок. Мы никогда там не были. Сейчас хотим пойти посмотреть. Нам интересно, рыбу мы любим. Вот. Потом пойдем за овощами и фруктами еще на рынок. Сегодня день рынка. Не знаю, успеем ли мы что-нибудь купить. Время уже 5 часов. Вот, ну на рыбный пойдем. И рынок, и рестораны. Merhaba. Darada ne kadar? Arado 50. 50. 1 kilo aynen. 1 кило. Ага. Sivas О, Сибас какой свеженький. Bu ne kadar? 65. 60. Aynen. Это 60, да. Bu Darada? Aynen. Aynen. Все одинаково. А вон карасики турецкие. Тоже 50. Сибас? Понятно. Пойдем посмотрим. Смотри, здесь сразу готовят. Сразу могут приготовить. Они сразу показывают жабры, какие они. Но эти жабры некрасивые, конечно, да? Ага. Bu kefal. Çok güzel. Bu kefal. Evet. Kefal ne kadar? 60. 60. А? Karides Эти креветки. Креветочки. Ага, о, какие красавцы. Ne kadar? 150. 150. 150 креветки. 50-60 дорадом. Sivas. Сибас, ага. Вот. В принципе, цены везде одинаковые. Lüfer, karapulak, levrek, Добре. kefal, barbun, karides, Ага. sardalya, halili. Такие вот красавцы. Вот это барабуль, да? Börmür, Нет, вот барабулька, да? barbun. Ага. Вот такая вот красота и вкуснота здесь на рынке, да? Ну, 50-60 дорадо, в принципе, это такая цена, да? А там дальше еще овощи, фрукты. Здесь сибасы. Дорадо тоже есть. Да? Смотрите, как это аппетитно. Дорадо не когда? Отмышь. 60 здесь. Они маленькие. Не, ну там 50 самый первый сказал. 50 сказал? Бунляр? Айна. То есть у них маленькая, большая, все 60. Там по 50. Здесь можно овощи посмотреть. Рынок, в принципе, небольшой, буквально раз, два, три, 4, да, эти? Да, раза 4 этих. Буквально 4 этих, да. Редиска, куча зелени. Нету, не вижу я. А вот тут петрушка. Петрушка. Помидоры. $25. Надо идти на обычный рынок. Здесь, конечно, красиво все выложено. Это как у нас в Подмосковье. Короче, можно прикупить рыбу и сразу вот здесь приготовят, да? Да, так мы пойдем, выйдем на улицу. Вот мост на ту сторону нам надо. Да, ну пойдем. Ну, дороговато, да, рыба? Ну, Сколько будет? 60 тоже? чё? А где ты выйдешь тут? А вот проход такой. Это же ихняя кухня. Пойдем до конца посмотрим заодно. Так колоритно здесь. Рыбный рынок в Эрдемли. Да, он так в некоторых картах бьется. Я могу предположить, что здесь утром было больше продавцов. Может быть? Возможно, да. Здесь Там что-то, были смотри. обрезанные жопки какие-то, рыбьи. Ой, Вот здесь можно выйти, а там это... смотри. еще, да? Ну, если не вся. Ага. И сразу, смотри, вот рыба, и сразу ресторанчик. Да, да. Ой, здесь прям огромные. Да? Да. Merhaba. Darada ne kadar?
Çupra 50. 50, 50 дорадо. Мгм. Бу Halili. халили. Yes. Что это такое халили? Это называется Да. чупра? Нет. Чупра, а халили. Evet halille çupra. Bak bu levrek. Levrek. Леврек. Evet bak. Gümüş. Гюнюш. Karides. Кардис. Karides. Mercan. Мерча. Устал, Алексей? Мы пришли в свою любимую икру, и я на 10 лир накупила нам разных вкусняшек. Здесь наши полюбившиеся сладкие плюшечки, а здесь со шпинатом одна слойка, а одна с оливками. Ты с оливками же хочешь? Конечно. Сейчас я тебе дам, руки протрешь. Смотрите, вот какой кругляш аппетитный. Вот такая плюшка, 2 лиры. На, Мое? да. А я себе купила вот такую плюшку, сейчас покажу вам. Вау, моя круче, конечно. Она стоит 3 лиры. Во-первых, она со шпинатом, во-вторых, она слоеная. На, попробуй. Мне не жалко, на, попробуй. Не Скажут, жалко. а то тебя обделяю. Фанту мы купили в Шоке. Скажи, арбузная. Она с арбузным вкусом. Нам приятного аппетита. Кто с нами ест, тоже приятного аппетита. А еще смотрите, какая там мечта Алексея продается. Алексей только голову на 180 градусов не крути, ладно? Меня не пускают в этот магазин. Оставляют на улице. Да. Какая вкуснятина у меня. Слоеная со шпинатом. Жалко, что одна штучка была. Я бы купила побольше и Алексею, и домой. Очень вкусно.